Привет, я простой орк, зовут меня Гриша. Родился и рос я в Мордоре, как и все у нас, ничего особенного. От армии пыталась мама меня отмазать, да не вышло. По нашим законам надо на Саурона служить. Саурон? Ну, он как президент. Его мало кто видел, но, говорят, мужик суровый. Кольцо какое-то носит, армию собирает, может голыми руками голову с плеч снять. С таким обычно не спорят. Ну и я, само собой, тоже не стал. У меня и шанса-то по-хорошему не было. Ну, в общем, как-то так я и попал в ряды войск Темного Властелина. А время неспокойное наступило, борьба за власть, серьезно все. Рейнджер какой-то кольцо сковал, непорядки устраивает, наших бьет. Его я даже в глаза не видел, я ж орк самый простой, рядовой. Мне до власти настоящие, как до луны. Меня посадили на стену крепость охранять, я это и делаю. Много времени свободного, чаи гонять можно, сериалы смотреть, мне нормально. Ну вот пришел как-то на службу, а начальства нет. На переговоры, говорят, уехали, дела неважно идут. Ну а друганы-то мои арену соорудили, морду бьют друг другу, ставки делают, странные дела. Гриш, говорят, а давай с нами, дерись, будь мужчиной. А я орк-то простой, зовут драться, дерусь. И знаете, удивительно у меня ловко это дело пошло. Тракотошу Тумакова только так навалял, но правда и хилый парень, делов на 2 удара. Банатук тоже под моими ударами не устоял, а дальше прям раш поймал. Направо и налево, только в путь раздавал. Глаза кровью налились, удары водопадами сыпались, ничего сделать с собой не мог. Все как во сне. Очухался. Вокруг смотрю, все лежат как-то, не встают уже. Натворил дел. Пошел на стену свою, сел. Сижу, жду, разборок жду. Начальство вернулось, на ковер зовет. Я уж думал, без бубенчиков останусь. Они мне и говорят: молодец, Гришаня, не знали, что ты парень такой-то ловкий, повышение заслужил. И я, признаюсь, удивился сперва. А потом даже гордость, что ли, взяла, что силушку мою оценили. Говорят, бери крепость, да правь ей как хочешь. А в подчинении тебе новых пацанов найдем, у нас их еще много. Конечно, я согласился, и в тот же день Гришей быть перестал. Величать меня стали Григорием Необузданным. Жизнь моя не сильно изменилась. Работа особо не прибавилась, просто шишкой важный стал. В тронном зале сижу, на стене теперь салаги стоят, красавец ко мне представили. Хоть воду с лица пей. Времени вагон, трон удобный. Карагора даже личного предлагали, но я отказался, боюсь их. Подарок сделали, лутбоксом зовется. Там внутри новый коллега в подмогу мне лежал, и одежда красивая. Клево. Разрешили бы, я еще столько таких накупил. Саурону еще, говорят, про меня рассказали. Он вроде хвалил. Ну, а когда мной довольны, я рад. Все чин-чинарем. Крепость моя на хорошем счету была. Охрану выстроили. Рейды устраивали. В моем подчинении все орки хорошие были. Умелые. Дело у нас спорилось. Пока не пришел этот чертов рейнджер. Зовут его Талионом. Как я потом узнал. У него, как у начальника нашего, кольцо тоже есть. Штука сильная. Друганам моим мозги промывает. Те про все на свете забывают. На его сторону встают. Он так свою армию сколотил наподобие нашей. Ну, за счет этого и выехал. Сам верхом на драконе, на моих ребят огров натравил, крепость в огне. Все бегают, вопят, кричат, ужас. И тут с ноги ко мне в тронный зал заходит наглец. Настало время мне прозвище свое оправдать. Дрался я как зверь, все удары на себя принимал, держался, даже когда телохранители всех раскидали. Но шельмец этот слабость мою выпотал, Карагора натравил. Я же говорил, боюсь их до дрожи в коленках, подумать о них жутко. Бой сразу неравным стал, крепость пришлось уступить, а я лишился ноги. В этот злосчастный день стал я Григорием Безногим. Но бесконечности долго горевать не пришлось. Инженер местный, Наралош рукастый, быстро мне протез сообразил. Через неделю на ноги поднялся, через 2 план мести придумал, через 3 пошел замок обратно отбивать. И не один, конечно, а с ребятами, брат за брата и все такое. Ну мы по красоте все оформили. Твердынь-то наша, ходы-выхода знаем. С флангов зашли, подкопы организовали, все чики-пуки. Захожу в мой тронный зал, а далее он там переделал все уже. Картины жены сына повесил, ковер какой-то отвратительный. Много в жизни повидал, но ничего более мерзкого до сих пор на глаза не попадалось. Дом мой отбивать, дело святое, тут и стены помогают. Заломал я этого Талиона. Протезом огрел, на землю повалил. У него кольца с собой не было, да и с другом своим призрачным разругался. Удачно, короче, все сложилось. Клинок свой прям под сердце ему всадил. Правда, не умер он, а просто исчез куда-то. Трус. Говорят, чертяка бессмертный вернется еще, но меня это не тяготит. Наоборот, только на руку играет. В глазах других легендой стал. Мужика с кольцом поборол, это ж суметь еще надо. Карьера моя в рост пошла. Стала ж телохранителем Саурона. А больше и мечтать стыдно. Целая территория в подчинении, отчитываться напрямую ко мне ходят. Все боятся, уважают, колени преклоняют. Стал я, короче, Гришей высокопоставленным.
Все к этому и шло, но настал наконец заветный день, когда Саурон лично меня увидеть захотел, поблагодарить, награду вручить, дела-делишки. Принарядился, напомадился, явился к нему. Секретарша и говорит: «Темный владыка занят, пока обождите». Я на стульчик присел и тут вижу колечко заветное, блестящее, золотое, прям вот на тумбочке предо мной лежит, бесхозное. Голову направо повернул — никого. Налево, ну что ж, можно и надеть, наверное, никому от этого не убудет. Я построю свой собственный Мордор, без Талиона и Карагоров. История Гриши – пример того, как работает Немезис в Shadow of War. Это особая система адаптации окружения под игрока. Выстраивай собственную иерархию орков-союзников, захватывай крепости, назначай наместников, но помни, то же самое делают и твои враги. Орки индивидуальны, боятся или желают чего-то, стремятся вырасти по карьерной лестнице, охотятся и предают друг друга. Огромный пучок непредсказуемых взаимодействий развивает сюжет динамически. Это значит, что история покорения Мордора в Shadow of War для каждого игрока будет своей.